Всем привет, друзья! Хочу поздравить всех дачников и владельцев частных домов с наступлением прекрасной поры года осени, дождливой, скоро снег. То есть мы можем со спокойной совестью сесть дома, сославшись на дождь на дворе, отдохнуть наконец, распалить камин, налить рюмочку коньячку, включить любимый фильм, кутаться в плед и спокойненько посидеть, отдохнуть от всех этих крыш, заборов, тропинок, огородов и так далее. А сегодня хочу рассказать вам про камин. Простейший камин, без шамота, без ничего, без изысков каких-то, рассчитанный на помещение площадью примерно 30 квадратных метров. Вот. Подробнее сейчас порядовку покажу. Итак, первый ряд. Первый ряд влаживаем сплошным. У нас получается 4,5 на 2,5 кирпича. Второй ряд формируем зольную камеру. Почему камин именно с поддувалом? Я объясню сейчас немножечко позже. Третий ряд продолжаем формировать зольную камеру. Устанавливаем дверку, соответственно. Немножечко вот здесь вот выпускаем кирпичи по 3 сантиметра, по 4. Это под полку. Четвертый ряд перекрываем дверку. И еще раз выпускаем опоры для полки. Формируем место под установку колосника. Пятый ряд. Тут, соответственно, самую полку ставим. Вот здесь вот запилим в кирпиче и поставим уголок, чтобы полку держала. Так как мы запилим ее, то есть уголка снизу видно не будет. Устанавливаем колосниковую решетку. Зачем в камине колосник? То есть, есть у меня знакомые, старые тоже печники, тоже вечно они меня ругают за колосники, то есть надо подовы. Но объясняю, если вы хотите подовы, вам просто надо будет закрыть это самое. Вот шестой ряд. Вот кирпичик сюда выпилите, закройте, и будет вам подовое горение. Вот из опыта пользования. То есть вы разжигаете камин, то есть подовое горение, значит, воздух снизу не подается, то есть воздух только через портал подается. Дрова должны быть достаточно равномерные, то есть равномерно порубленные там, и сухие. Не хотят там где-то сыроватые дрова гореть в камине. При колоснике горит все что угодно. Это раз. Во-вторых, на подовым постоянно приходится угли эти ворочать. Вот если вы смотрели когда-нибудь фильмы старые, там камины старые показывают. В каминах делали специально решетки такие, подставки, то есть корзинка металлическая для дров, чтобы снизу поступал воздух. Не делали колосников, но все равно делали подставку для дров, чтобы дрова были выше пода, чтобы они лучше горели. Вот. Это просто заменяется колосником. Если вам надо будет как-нибудь подовое горение, вот вы выпиливаете кирпич вот сюда, вот вставляете, и все, и будет под. Убрали кирпич, будет колосник. И очень хорошо дожигать вот в конце угли, особенно когда дрова, а знаете, на конце дров, полено сук такой. Вот он медленно горит, все вроде прогорело, это горит. На колосниках все это догорает замечательно, сгребли угольки на колосники, дожгли, камин закрыли. У нас не такие погодные условия, чтобы можно было оставлять камин без задвижки. Весь теплый воздух через такую трубу и быстренько уйдет из дома. Так, шестой ряд. Значит, полка. То есть теперь выпустили на пятом ряду полку, на шестом еще раз ее сделали, чтобы она попрочнее была. Седьмой ряд, собственно, первый ряд топки. Вот, 2,5 на 4,5. И под углом делаем стенки. Под углом они просто лучше отражают, получается, лучше отражается тепло, чем прямая стенка. Когда стенка прямая, то есть тепло отражается друг навстречу другу, а так получается отражение тепла от стен, то есть немножечко повышается эффективность. Вот здесь вот можно сделать снизу такие вот отверстия с одной, со второй стороны. Тогда будет забирать теплый воздух с этой стороны стены, и сверху сделать такие же отверстия для выхода теплого воздуха. Но
скажем так, эффективности много это не прибавит. Я себе делал, это конструкция, это первый камин, который я ложил, ну это вторая печь, которую я в жизни делал. Сразу я себе сделал, 16 лет назад отопительную печь, отопительную варочную, а через год сделал камин. То есть он у меня уже служит где-то, 15 лет где-то камину. Естественно, уже надо ремонтировать кирпичи вот в этом месте. Красные без защиты потрескались. Ремонт, в принципе, будет несложный. Просто выбиваешь кирпичи и ставишь другие на место. 7-й ряд. Значит, 8-й ряд. Продолжаем. Тут все одинаково. 8-й ряд. 9-й ряд. Опять продолжаем. С перевязкой. Значит, перевязывать с этими стенами, с внешними. Можно не перевязывать, оно никуда не денется. Здесь не даст клин, то есть упасть этой стене. Или там, а здесь будет зуб камина, он тоже будет держать эту стенку. 11 ряд, 4 ряда поднимаем топки. И начинаем делать зуб. Зуб камина. Значит, сделать наклонную стенку будет довольно сложно, так что мы просто выпускаем кирпичи. Можно запилить под углом, аккуратненько. Можно не запиливать, можно просто выпускать там по 2-3 сантиметра каждый ряд. Запилить, конечно, будет лучше, красивый, но если опыта нет, возни будет, конечно, больше. 12 ряд. Еще раз выпускаем таким макаром. Что нам нужно? Нам нужно, тут уже арка будет, это я просто ее сейчас пока не показываю, чтобы, лучше показать, зуб было видно, потому что из арки будет плохо видно. 13. Нам нужно, чтобы между зубом и аркой было 12 сантиметров, то есть пол кирпича. 14. Вот видите, тут 4 ряда. На 11 уже опирается арка. Сейчас я покажу, как это будет с аркой. И, то есть, зуб камина должен быть выше арки, хотя бы на ряд. То есть, чтобы вот выше вот этого вот нижней части арки на ряд выше должен быть зуб. Значит, 11 ряд, начинаем зуб и собираем арку. Лера, возьми телефон. 12 ряд. Ой, вот здесь не выпилил, извините. Значит, продолжаем зуб. 13 ряд. И 14 зуб заканчивается. Заканчивается у нас выше арки. 15 ряд. Здесь уже карман для дыма. То есть дымосборник такой получается. 16 ряд. 17 продолжаем, тоже дымосборник. 18 перекрываемся потихонечку, выпускаем, то есть закрываем вот эти каналы. Если мы снизу делаем это отверстие, значит здесь будет еще одно отверстие для выхода теплых газов, для снятия тепла вот с этих стен, с боковых. 19 ряд. Выходим перекрытием на трубу. То есть сечение трубы вот у нас 38 будет на 13. И выпускаем немножечко вот полочку. Тоже там по 2 сантиметра. По 3. 20 ряд. Полку выступаю еще шире. И, то есть, труба. И, собственно, сама труба. Задвижку ставим непосредственно в трубу. У меня она стоит так, что, сзади ручки, чтобы спереди вид не портить. Задвижки такой длины, то есть 38 сантиметров, таких задвижек в продаже я не нашел. Значит, стоит одна задвижка. Одна задвижка у меня стоит 240. Вторая задвижка стоит, то есть 240, одна 240 на 270, вторая задвижка 140 на 270. Получается где-то, то есть перекрывает полностью трубу. Да что такое, где это все делось? И вторую задвижку ставим такую.
То есть вот таким макаром установлено. Ну и труба дальше пошла. Так, ну вот, в принципе, все. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, кому что непонятно. Пишите, на сайте есть ссылка на почту. Всем спасибо. До свидания.